Друзья, всем привет! Сегодня видео из разряда шок-контента. Я уверен, что многие из вас такого еще на орхидейных каналах не видели. И это можно увидеть у нас здесь, прямо сейчас, в этом видео на канале. Сегодня две темы. Два таких вопроса, которые, не часто, но все-таки задают в комментариях под видео. Первый вопрос — это как определить возраст орхидеи. То есть, возможно ли определить возраст орхидеи, и имеется в виду именно фаленопсисов, да? Сколько ей лет? Этот вопрос часто возникает у людей, которые покупают орхидеи в интернете, взрослые цветущие, и им просто интересно, а сколько лет той или иной орхидеи, с учетом того, что орхидеи фаленопсисы могут жить, по крайней мере, старые сорта, не одно десятилетие. Есть экземпляры, которым по несколько десятилетий, даже более 100 лет зафиксировано. Два фаленопсиса, которым более 100 лет в мире. И вот отсюда вопросы, когда видят орхидеи, как определить, сколько лет. Это первый вопрос. И второй вопрос, который тоже мучает многих, в том числе, в первую очередь, новичков, которые покупают орхидеи в магазине. И у этих орхидей под основанием находится кокосово-торфяной стаканчик. И естественно, у новичка вопрос такой возникает: она цветет, а эту орхидею человек получил либо в подарок, либо купил в магазине, еще руки трясутся, человек не знает, как долго можно не пересаживать ту или иную орхидею. И вот сегодня, друзья, в одном видео я отвечу на эти два вопроса и визуально все покажу. Но для начала, друзья, хочу вам задать вопрос. Точнее, нет, все равно задать вопрос для тех, кто не знает. Как вы думаете, сколько лет вот этой вот орхидеи? Вот такая вот малявочка. Посмотрите. Вот. Про нее у нас есть видео. Я думаю, те, кто давно смотрит наш канал, те узнали эту орхидею по ее заваленному на бок состоянию. Это, друзья, орхидея Red Lip, моя первая орхидея. С учетом того, что сегодня 2023 год, апрель, и вот в апреле 2003 года, ровно 20 лет назад, и это видео посвящено этому событию, да, в том числе, ровно 20 лет назад мое увлечение орхидеями началось именно вот с этой вот орхидеи, которую подарили руководителю соседней организации на 8 марта эту орхидею. И, как водится, очень часто бывает, что эта орхидея стояла месяц, цвела, радовала свою хозяйку новую. В итоге закончила свое цветение, опала, все, и не зная, что с ней делать, то ли уборщица, то ли сама хозяйка попросила уборщицу. В общем, уборщица, эта орхидея оказалась в общественном туалете. У нас на этаже был туалет, для организации всего этажа. Да, и вот мы, собственно, знаете, как это, один такой предбанник, мальчики направо, девочки налево. И вот в этот предбанник заносили там цветы, курилка такая своеобразная была. Вот. И вот в этом предбаннике я обнаружил стоящую, отцветшую вот эту вот орхидею. На тот момент, в 2003 году, в апреле 2003 года, я еще не знал, что это орхидея. Да, так как я любитель цветов, и мы на работе собирали цветы, у нас был живой уголок, я припер к нам в офис эту орхидею. В общем, эту историю я рассказывал, повторять не буду. Расскажу, что да, этой орхидеи, друзья,
20 лет. Ну, с учетом того, что она продавалась не с нулевым возрастом, да, а еще там сколько ей был, год или два, но в те времена постарше орхидеи продавались с 2-3-летним возрастом, то этой орхидеи, пускай по среднему взять, 22 года уже. Да, этой орхидеи скоро будет четверть века, да, 22 года. И вот теперь, глядя вот на эту орхидею, да, которую мы с вами, значит, пересаживали 4 года, уже 4,5 года назад, мы ее пересаживали, разделяли на деточку с цветоноса, на саму макушку и на пенек, который нам родил деточку. Да. Это мы делали в сентябре, по-моему, 2018 года, да, то есть сейчас у нас уже 18, 19, 20, 21, 22 и вот 23 начался, то есть уже 4,5 года эта орхидея у нас назад пересаживалась, да, и вот теперь, глядя на эту орхидею, мы сейчас пойдем, все крупненько я покажу, пойдем на соседний столик и все рассмотрим. А теперь, друзья, я вам покажу орхидею и скажите ей, пожалуйста, сколько ей лет. Вот этому экземпляру моему коллекционному, ну, это Surf Song. Цветет он в этом году, ну, я бы так сказал, уже грустно. В этом году он цветет грустно. Но я вам покажу этот экземпляр. Скажите, друзья, вот сейчас в комментариях напишите, сколько лет вот этой вот орхидеи, вот этому слону, вот этому орхидейному монстру. Как вы думаете, сколько этой орхидеи лет? Вот такой красавчик, вот такой вот обалденный, роскошный экземпляр. Это орхидея Surf Song, песнь прибоя. И сейчас мы вместе с вами перемещаемся на соседний столик. Пока вы будете писать в комментариях, сколько лет Surf Song, мы с вами перемещаемся за соседний стол, чтобы я дальше продолжил тему, как определить возраст орхидеи, раз, да. И второй момент, как долго можно не пересаживать орхидеи, купленные в магазине и вот с кокосово-торфяным стаканчиком под основанием. Поехали. Так, друзья, ну что, давайте начнем с темы, как узнать возраст орхидеи. И начнем мы с нашей старушки, это вот этой вот орхидеи Red Lip. Значит, еще раз напоминаю, что в 2018 году мы ее омолаживали. То есть пересаживали, омолаживали. По внешнему виду ей не скажешь, что ей 20 лет. Да? Но ей можно сказать, когда последний раз эта орхидея пересаживалась. То есть по цветоносам, которые в 90, наверное, даже 5 случаях у обычных фаленопсисов процветают на одном этаже. То есть, что это я имею в виду? Вот если вылазит цветонос, допустим, да, когда орхидея начинает цвести, то она вылазит из пазухи и может на соседней пазухе вылезти. То есть, когда цветет она 2 цветоносами, да, то есть, получается, что процветает в одном этаже. Ну, бывает, когда, да, орхидея вылазит там 4-5 цветоносов, то максимум вот она вылазит на следующем этаже. То есть не бывает так, чтобы, знаете, чтобы вот орхидеи, допустим, с длинной шеей, вот именно у стандартной орхидеи, фаленопсиса я сейчас имею в виду, не жирафа, подобных орхидей. Видео на нашем канале есть такое вот про жирафоподобных, где сорта отдельные с длинными шеями, и там орхидея может выпускать цветоносы сразу одновременно на нескольких этажах, но
в следующем, значит, цветении она уже ниже не будет, а только выше. Так вот, у стандартных обычных фаленопсисов среднестатистически она может вот 1-2 цветоноса на одном этаже. Ну вот на, как сказать, ну вот здесь из пазухи и вот из соседней напротив пазухи выпустить цветонос. Это одно цветение, 1 год. И вот с учетом того, что вот сейчас посмотрим на эту орхидею, с учетом, что мы ее осенью 2018 года, значит, пересаживали, омолаживали, отсоединяли, все, значит, мы, макушка ее была, и вот у нас, значит, было первое цветение уже в 2019 году, с 19 на 20 год, вот он цветонос. Следующий был у нее 2 цветоноса с 20 на 21 год. Вот он, 1 цветонос, вот он. И вот он, второй цветонос. И с 21 на 22 год был вот он, 1 повыше цветонос. И вот сейчас, значит, у нее вот этот цветонос с 22 на 23, то есть 4 цветение. То есть вот по 4 этажам цветоносов мы можем узнать, сколько орхидея, ну не лет, а сколько орхидея лет назад омолаживалась или пересаживалась, да, потому что, ну, вот мы знаем, например, что у эту орхидею мы пересаживали, мы отделяли ей макушку, и у нее здесь нету, если поковыряться там, ну, допустим, человек не знает, купил орхидею, вот смотрит, вот у нее попка, вот она заканчивается, да, орхидея уже вываливается из горшка, ее надо давно пересаживать. Я затянул действительно с этим делом, ее нужно пересаживать. Но по ее состоянию, вот если бы я покупал, да, я бы увидел, сколько, когда последний раз она омолаживалась, и все. То есть по ее сегодняшнему состоянию, да, нельзя сказать, сколько ей лет. То есть я могу сказать только, когда последний раз эту орхидею пересаживали. То есть к чему я это все, друзья, рассказал? К тому, что сказать, сколько именно фаленопсису в настоящий момент лет, невозможно. Не по количеству листьев, не по количеству корней, не по внешнему виду. А вы скажете, ну а если этой орхидеи 20 лет, то тогда сколько? Вот этой вот, наверное, полвека? Нет, друзья. А вот этой орхидеи, с учетом, что сегодня 2023 год, эта орхидея появилась у меня в 2016 году. И первое видео этой орхидеи у нас в апреле, тоже символично, я прям специально подогнал, ждал апреля, чтобы снять это видео и ответить на эти вопросы. По-моему, 10 апреля у нас первое видео в 18-м, именно в 18 году, вот про эту орхидею. И она на тот момент у меня уже была 2 года как. Именно 2 года той орхидеи. То есть с учетом того, что она была куплена мною в 2016 году, сегодня у нас 23 год, это она у меня 7 лет. А с учетом того, что орхидеи продают до момента цветения, ну, это сейчас уже кормят, перекармливают, и орхидеи в магазинах продаются уже там ей 1,5 года, она уже цветет, слон здоровый. Раньше не было такого. Раньше орхидеи только на 3-й год продавались и иногда маркировались горшки, то есть орхидеи, допустим, там 2015 года, а в продажу она первый раз зацвела и продают ее в 2018 году. Это очень часто такое было. Не было таких, знаете, особо технологий, которые ускоряли процесс роста, удобрения и всего остального орхидей. Это было немножечко, так знаете, более продолжительно. Это сейчас перекармливают так, что мам не горюй. И орхидеи приходят такими слонами перекормленными. И очень часто эти орхидеи больные, генетически там нарушены. В общем, много-много-много всего. В общем, друзья, эта орхидея у меня с 2016 года.
она, я вам сейчас покажу, вот, допустим, вы покупаете орхидею, смотрите на нее, ага, и вот здесь мы обнаруживаем с вами торфяной горшок. Вот он, друзья, торфяной горшок. Орхидея с момента покупки не пересаживалась, то есть вот она, у нее присутствует торфяной горшок. Я понимаю, что сейчас это шок-контент для многих. В меня могут полететь камни, тапки, гнилые помидоры. Но, друзья, чего не сделаешь ради искусства. Мне просто интересно было наблюдать, как долго орхидея может зайти, находясь вот в магазинной посадке. И вот такое состояние. Покупной горшок, в котором я ее поместил, вот в этот двойной. Вот он, видите, покупной горшок ее. Вот. В противовес камень, но все равно она не стоит с этим камнем, она переворачивается, поэтому она у меня, в общем, на полке за стойкой. Стойка вот здесь проходит, вот в этом месте стойка, и она как бы в эту стойку облокачивается. И теперь, друзья, давайте посмотрим, сколько у нее этажей цветения. С учетом того, что вот она появилась у меня в 2016 году. И сегодня 23 год, сколько раз цвела она? Цвела она, значит, видео, в котором я ее показываю, в 2018 году она цвела 2 цветоносами. И очень часто, кстати, она 2 цветоносами, 1 цветоносом. Вот сейчас мы определим, значит, начнем. Вот он. У нас первое цветение было магазинное, по-моему, скромненькое оно было, 1 цветоносом, раз. Вот он, цветонос старый, раз. Потом, значит, 2018 года, вот он, этаж, 1 цветонос, и напротив, из пазухи 2 цветонос. 2, это вот в 2018 году она цвела, с 18 долго на 19. В 19 году вот он, 1 цветонос. В 19-м, с 19 на 20, вот он, следующий, с 20 на 21, вот он, и сейчас вот с 22 на 23, вот такой скромный, ну где-то я пропустил какой-то цветонос, где-то, да, пропустил я. Ну, в общем, что хочу сказать, что каждому году, каждому цветению, понятно, что орхидея не цветет именно вот прям раз в год. Она цветет, ну, чуть больше захватывает, да, промежуток. То есть она может цвести там 9 месяцев, 8 месяцев в году. Какой-то год раньше начать цвести, какой-то позже. Но приблизительно там 90% возраст, точнее не возраст, а 90% ну да, не возраст, а времени можно определить, когда орхидея последний раз пересаживалась, омолаживалась, вот по вот этим вот цветоносам, этажам цветения. И вот я специально ее держу для образца. У меня еще, кстати, это не самый запущенный вариант. Есть у меня орхидея, которая более 10 лет, но это я как-нибудь отдельно покажу, потому что я сразу не стал с нее заходить. Она у меня такая, знаете, козырь, вот, которая 10 лет, больше 10 лет находится с торфяным стаканчиком, не пересаженная. Но, кстати, у нее поменьше, ну вот ботвы, вот то, что вы видите, поменьше. Это вот я взял для образца самая мохнатая орхидея. Вот, 7 лет серфсонгу. 7 лет с момента покупки, и вот до сегодняшнего дня она ни разу не омолаживалась, не пересаживалась, и вот можно сказать только это. А какой возраст у орхидеи действительный, этого вы никогда не узнаете. То есть орхидея, фаленопсис, он в зависимости даже еще и от сорта, это вот у нас вот этот вот серфсонг, он растит, и практически не отсушивает нижние листья. Ну вот есть какие-то вот, какие-то там еще вот с магазина отсохли когда-то, вот они, видите. Вот, срок жизни, средний срок жизни листьев у орхидеи 3 года. Вот. Но это опять же в зависимости от сорта.
Вот, и от личных каких-то особенностей самой орхидеи. Вот это вот вы видите, она наращивает и продолжает расти. Но не все так орхидеи, да. Вот, вот, пожалуйста, рядом с ней всегда стоит, рядом с ней всегда они вместе находятся на одной полке практически всю жизнь. Я их не разделяю. Еще одна орхидея. И вот эта орхидея вот постоянно держит у меня вот такое количество листьев. Но ее детка, вы видели, я снимал видео у своей тещи. Вот, ее детка, ну вот примерно вот такая вот монстр. Вот, детки, кстати, лет, наверное, ну 10 точно, да, от нее детка Редлипа. Вот, десятилетняя примерно она возрастом. Его видели на северных окнах. Я, если не забуду, ставлю ссылку в верхнем правом углу про орхидеи на северных окнах у тещи, которая смотрит наш канал, не пропускает ни одно видео, учится, как вот ухаживать за орхидеями. В общем, друзья, вот такой сегодня пример двух орхидей. Одной из которых 20 лет, а второй вот орхидеи, ну, с учетом, что 7 лет она у меня, так я и считаю, что вот, ну, 7 лет, а так, наверное, ей 9, а этой 22 года, как минимум. Вот. И одну орхидею мы омолаживали, пересаживали 4,5 года назад. А вот эту вот орхидею с момента покупки вот уже прошло 7 лет. Она ни разу с магазина не пересаживалась. Вот как есть, так и есть. Вот. Как долго я ее буду держать, я еще не знаю. Мне вот просто интересно наблюдать. Это не, знаете, как сказать, не там разгильдяйство какое-то, не какое-то, знаете, недоразумение. Нет, это вот я, честное слово, специально наблюдаю за этой орхидеей. Мне вот просто интересно, как долго орхидея может вот так расти. Вот. И, собственно говоря, что с ней будет. Естественно, я слежу, чтобы она не болела, ничего с ней плохого не происходило, поддерживаю все ее самочувствие. Ну, вы сами видите, она вот прям такая, ну, слоник слоником. Поливаю я ее замачиванием вот на ночь. Когда время полива подходит, я заливаю до этого торфяного стакана. Вот до сих пор, чтобы вода не касалась торфяного стакана, и ночь целую орхидея стоит у меня в воде. Утром я сливаю, и все. Вот то, что там сливается, потом сюда в двойной горшок. Двойной горшок я ее поставил, наверное, года 4 назад. Может быть, вот она так и стоит в этот. Я ее поставил, чтобы пересадить в этот двойной горшок. Ну и все. А потом подумал, думаю, ну и оставил ее. Не пересадил, потому что в какой-то момент посмотрел, корни у нее проросли сквозь горшок и туда в двойной горшок. Там внутри все запутали, а потом думаю, ну почему? Давайте понаблюдаем, как долго это может продолжаться. И вот, друзья, продолжается вот уже столько лет. Вот такая вот, друзья, орхидея. И, значит, подводя итог сегодняшнему видео, еще раз скажу, что, значит, возраст точный орхидеи фаленопсиса вы никогда не узнаете. Вы только можете узнать, когда последний раз пересаживалась ли орхидея последний раз и когда пересаживалась либо омолаживалась. Все. Больше про орхидею фаленопсис вы ничего с внешней стороны вы не узнаете, не увидите. И другой момент, значит, как долго можно не пересаживать орхидею с магазина и иметь этот торфяной горшок под основанием. Ну вот вам экземпляр. 7 лет. Вот так будет ваша орхидея выглядеть через 7 лет, если вы ее не будете пересаживать. Это если при условии, что она у вас доживет при правильном уходе. Ну, а как ухаживать за орхидеями, вы все это можете у нас на канале, в плейлистах посмотреть, узнать. Все подробно рассказываю и показываю. Все, друзья, вот такое сегодня видео. Всем добра, здоровья.
И до встречи в следующих видео. Не затягивайте, пересаживайте и омолаживайте свои орхидеи. Все, всем пока.